Все знают, что статуи на острове Пасхи стоят вдоль берега и смотрят вглубь острова, но никто не задавался вопросом, что именно они охраняют. В 2012 году внутри кратера вулкана Рано-Рараку ученые обнаружили то, что полностью опрокинуло все, что считалось правдой о Моаи последние 100 лет. Оказалось, что знаменитые каменные головы, это не головы вовсе, а верхушки огромных тел, погруженных в землю на глубину до 10 метров, а на их торсах вырезаны символы, которые не расшифрованы до сих пор. Чилийские власти вызвали международную группу реставраторов, чтобы укрепить основание. Экспедиция началась не с торжественного открытия, а с банальной проблемы. После сильных дождей 2011 года часть склона кратера Рано-Рараку просела, и несколько статуй начали крениться. Именно тогда, копая шурфы вокруг одной из статуй, рабочие наткнулись на каменную поверхность на глубине 3 метров. Там, где по всем расчетам уже должен был начинаться материковый базальт. Руководитель работ немедленно остановил технику и вызвал археологов. Когда грунт убрали вручную, стало видно, под землей скрыто полноценное туловище статуи с четко выраженными руками, прижатыми к бокам и поясом, вырезанным в камне с хирургической точностью. Высота одного только подземного фрагмента составила 7 метров и 60 сантиметров. Вся статуя от основания до макушки оказалась более 11 метров в высоту. Почти четырехэтажное здание, большая часть которого была намеренно закопана или засыпана тысячелетиями отложений. Но не размер стал главной сенсацией. На торсе, в зоне, которая никогда не контактировала с воздухом, сохранились петроглифы. Вырезанные символы в форме серпов, концентрических кругов и фигур, напоминающих корабли. Символы повторялись на нескольких соседних статуях, откопанных следом. Это означало систему, не декорацию, а послание или обозначение принадлежности. Исследовательница Джоэн Ван Тилбург из Калифорнийского университета, которая занималась каталогизацией Моаи с 81 года прошлого века, заявила прямо: за 30 лет работы на острове она не предполагала такой степени сохранности подземных частей и такого количества надписей. До этого момента считалось, что петроглифы на острове Пасхи сосредоточены преимущественно на скалах у побережья и на церемониальных платформах Аху. Находка в кратере сместила эту картину полностью. Параллельно геологи взяли образцы грунта вокруг статуи и установили: часть засыпки неприродного происхождения. Это свидетельствовало о ритуальных захоронениях у подножия статуи, практике, о которой в письменных источниках ничего не говорилось. Слои вокруг основания содержали измельченную органику, золу и фрагменты обожженных костей. Радиоуглеродный анализ органики дал диапазон от 700 до 1000 года нашей эры, период активного строительства Моаи, который совпадал с расцветом цивилизации Рапа-Нуй. Кратер Рано-Рараку давно считался каменоломней, местом, где высекали статуи и откуда их транспортировали к побережью. 397 незавершенных и брошенных Моаи, разбросанных по склонам, казалось, подтверждали эту версию, но новые данные поставили ее под сомнение. Если статуи закапывали намеренно, а слои засыпки указывали именно на это, значит, кратер был не производственной площадкой, а местом назначения. Часть Моаи создавалась специально для того, чтобы стоять здесь, внутри вулкана, невидимыми для тех, кто смотрит снаружи. Петроглифы на торсах статуй сфотографировали в инфракрасном диапазоне, прорисовали вручную и передали лингвистам, которые занимались дешифровкой Ронга-Ронга, письменности острова Пасхи, не расшифрованной до сих пор. Совпадений с известными таблицками Ронга-Ронга оказалось около 30%. Остальные 70% символов не встречались ни в одном из 26 сохранившихся артефактов с острова. Это означало одно из двух: либо на острове существовало несколько систем письма одновременно, либо петроглифы на статуях относились к более раннему периоду, чем сами таблички Ронга-Ронга. Второй вариант переворачивал хронологию развития письменности у рапануйцев. До этого считалось, что письмо появилось на острове относительно поздно, не раньше 1000 года нашей эры. Среди символов на торсах отдельного внимания заслужили повторяющиеся изображения существа с телом человека и головой птицы. Этот образ хорошо известен в культуре острова Пасхи. Он связан с культом человека-птицы и ежегодными соревнованиями на скалах Оронго, где участники плыли к соседнему островку за первым яйцом крача. Победитель становился священным правителем на год. Но на статуях кратера Рано-Рараку фигура человека-птицы изображалась иначе, с поднятыми руками и окруженная концентрическими кругами, что в других культурах Полинезии символизировало солнце или небесный портал. Антрополог Серджио Рапухао, уроженец острова Пасхи и первый рапануец, получивший степень доктора археологии, указал на конкретную деталь. Позиция рук на петроглифах точно совпадала с положением рук самих статуй Моаи. Прижаты к бокам, пальцы направлены вниз к пупку. Это не случайное совпадение в позе, а намеренное дублирование. Статуя изображала того же персонажа, что и символ на ее собственном теле. Тогда же выяснилась еще одна деталь, которую раньше не замечали из-за того, что торсы статуй никогда не откапывали полностью. Моаи буквально несли
несли на себе свое имя или титул. У основания нескольких моаи на уровне, соответствующем примерно щиколоткам, были высечены отверстия диаметром около 12 сантиметров. Отверстия уходили вглубь камня на 20-25 сантиметров и имели следы красной охры на внутренних стенках. Внутри двух из них нашли спрессованные остатки растительного материала, предположительно листья и стебли растений, которые больше не растут на острове Пасхи, но встречаются на Маркизских островах в 2000 километров к северо-западу. Это прямое вещественное свидетельство контакта между островами. Не теоретическое, а физическое. Растения не могли попасть в замкнутые отверстия в камне случайно. Их туда положили намеренно до того, как засыпали основание статуи грунтом. Кто-то принес материал с другого острова и замуровал его внутри Моаи как часть ритуала. Этот факт прямо противоречил распространенной версии об изоляции рапануйской цивилизации, начиная примерно с 8 века нашей эры. Датировка растительных остатков методом ускорительной масс-спектрометрии дала результат – 9 или 10 век. Именно в этот период, согласно традиционным оценкам, строительство Моаи достигло максимального масштаба. Выходит, в самый активный период своей истории рапануйцы не только не были изолированы, но и поддерживали регулярные связи с отдаленными архипелагами Полинезии. Когда археологи расчистили основание статуи под номером 342 по официальному каталогу, лопата одного из рабочих ударила в пустоту. Под слоем утрамбованного грунта на глубине 4 метров обнаружилась каменная плита размером примерно 90 на 120 сантиметров, уложенная горизонтально. Плита не была частью самой статуи, она лежала отдельно, плотно подогнанная к основанию Моаи со стороны, обращенной к центру кратера. Плиту подняли вручную. Под ней находилась камера глубиной около 80 сантиметров, вырубленная прямо в базальте. Внутри лежали 3 предмета. Фрагмент челюстной кости человека, небольшая фигурка из обсидиана в форме черепахи длиной 7 сантиметров и свернутый в трубку кусок коры с нанесенными на него символы. Кора сохранилась благодаря полной изоляции от воздуха и стабильной влажности внутри камер. Специалисты по консервации извлекли ее фрагментами и развернули в лаборатории в Сантьяго. На внутренней поверхности коры оказалось нанесено около 80 символов красной охрой. Часть из них совпадала с петроглифами на торсе той же статуи, часть не встречалась нигде раньше. Фигурка черепахи из обсидиана при ближайшем рассмотрении оказалась полой. Внутри через небольшое отверстие в основании находился порошок белого цвета. Химический анализ показал, это измельченный коралл, смешанный с костной мукой человеческого происхождения. Изотопный анализ костной составляющей указал на человека, выросшего на диете, характерной для Восточной Полинезии, но не для самого острова Пасхи. Другими словами, прах внутри фигурки принадлежал человеку, который родился и вырос на другом острове. Челюстная кость из той же камеры принадлежала подростку 12-14 лет. На кости зафиксированы следы охры. Ее окрашивали намеренно перед захоронением. Эта практика известна в погребальных ритуалах многих полинезийских народов, но на острове Пасхи до этой находки она не была задокументирована применительно к отдельным костям, замурованным под статую. Совокупность 3 предметов, кора с символами, фигурка с прахом чужеземца и окрашенная кость местного подростка, указывала на ритуал, объединявший 2 разных народа в одном захоронении. Это не случайное стечение обстоятельств, а намеренная композиция, созданная теми, кто строил статую и знал, что именно кладет под ее основание. Аналогичные камеры нашли под 3 соседними статуями. Содержимое отличалось, но структура повторялась. Органический материал с символами, предмет из обсидиана или кости и человеческие останки. Обсидиан в 2 случаях из 3 оказался не местного происхождения. Его химический состав соответствовал месторождениям на островах Питкэрн и Мангарево. Питкэрн находится в 500 километрах к востоку, Мангарево почти в 1700 километрах к северо-западу. Это уже не единичный след контакта с внешним миром, а системная картина. Под статуями кратера Рано-Рараку намеренно захоронены предметы с нескольких разных островов Полинезии. Строители Моаи не просто знали о существовании этих островов, они получали оттуда материалы. И, судя по изотопному анализу останков, самих людей. Находки из кратера передали в 3 независимые лаборатории одновременно – в Сантьяго, Окленде и Лейпциге. Это стандартная процедура для спорных артефактов, когда результаты одной лаборатории могут быть поставлены под сомнение. Все 3 лаборатории получили одинаковые датировки с погрешностью не более 50 лет. Сомнений в подлинности не осталось. Но именно после подтверждения подлинности начались настоящие разногласия. Группа норвежских исследователей из университета Осло немедленно заявила, что находки подтверждают теорию Тура Хейердала о заселении острова Пасхи с востока, из Южной Америки. Хейердал умер в 2002, так и не получив академического признания своей концепции. Его сторонники восприняли новые данные как реабилитацию. Однако генетики из Гарварда, опубликовавшие в 2020 году масштабное исследование ДНК рапануйцев, стояли на противоположной позиции. Их анализ показал смешение полинезийских и южноамериканских генов у жителей острова, датируемое примерно 1200 годом нашей эры, позже, чем захоронение под статуями.
Это означало, что контакт с Южной Америкой произошел отдельно и позже, чем контакты с западными островами Полинезии, зафиксированные в кратере. Две группы фактов не противоречили друг другу, но и не складывались в единую картину. Остров Пасхи оказывался не изолированной точкой в океане, а перекрестком как минимум 3 направлений миграции и торговли. С запада из Центральной Полинезии, с северо-запада с архипелагов Мангарева и Маркизских островов и с востока из Южной Америки. Все 3 потока существовали в разное время и оставили разные следы. Профессор Карл Лайпо из университета Бингемптона, один из ведущих специалистов по транспортировке Моаи, отреагировал на находки иначе. Его интересовал не вопрос контактов, а вопрос организации. Чтобы замуровать под десятками статуй предметы с разных островов, нужна была централизованная система сбора и распределения этих предметов. Кто-то принимал решение, что именно и под какую статую положить. Это предполагало существование жреческой или административной структуры с полномочиями, которые распространялись далеко за пределы самого острова. До находок в кратере Рапануйское общество описывалось как совокупность конкурирующих кланов, каждый из которых строил собственные статуи на собственных платформах. Централизованной власти по господствующей версии не существовало. Именно поэтому цивилизация в итоге рухнула под тяжестью межклановых войн. Но предметы из захоронений не вписывались в эту модель. Какая же удивительная история скрыта под статуями Моаи. Если вы хотите узнать больше о нейросетях, которые помогут вам в любых начинаниях, загляните на наш сайт playprofits.com. И не забудьте, что при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. Обсидиан с Питкерна и прах с Маркизских островов не могли оказаться на острове Пасхи случайно. Их доставка требовала организованных экспедиций или устойчивых торговых связей. Чилийское правительство приостановило дальнейшие раскопки в кратере в 2014 году, сославшись на необходимость разработки протокола, который защитил бы уже найденные артефакты от повреждений при продолжении работ. Фактически это означало заморозку на неопределенный срок. Местная община рапануйцев поддержала решение о паузе, но по другой причине. Старейшины острова заявили, что часть найденных останков может принадлежать их предкам и потребовали права голоса при принятии решения о дальнейших раскопках. К 2016 году под статуями кратера было исследовано в общей сложности 9 камер из предполагаемых нескольких десятков. Что находится под остальными статуями, неизвестно до сих пор. Пока раскопки в кратере были заморожены, группа геофизиков из Университета Чили получила разрешение на неинвазивное исследование, без единого удара лопаты. Они применили георадар и электротомографию, которые позволяют видеть структуру грунта на глубину до 15 метров. Сканирование провели в 2015 году, охватив весь внутренний склон кратера Рано-Рараку площадью около 70 гектаров. Результаты сканирования засекретили на 8 месяцев. Когда данные все же опубликовали в урезанном виде, стало понятно почему. Георадар зафиксировал под поверхностью кратера разветвленную сеть прямолинейных аномалий, которые не могли быть природного происхождения. Прямые углы и параллельные линии в геологии не встречаются. Их создает только человек. Аномалии располагались на глубине от 2 до 8 метров и образовывали структуру, напоминающую план поселения. Прямоугольные контуры размером от 3 на 5 до 10 на 20 метров, соединенные более узкими линейными элементами, похожими на проходы или дренажные канавы. Всего геофизики насчитали не менее 40 отдельных прямоугольных контуров под поверхностью кратера. Для сравнения, все известное поселение Оронго на западном краю острова, которое считалось церемониальным центром рапануйцев, состоит из 53 каменных построек. Под кратером Рано-Рараку потенциально скрыто сопоставимое по масштабу сооружение, целиком под землей, полностью невидимое снаружи. Геолог Филиппе Карон, участвовавший в обработке данных сканирования, указал на важную деталь. Аномалии залегают ровно под теми участками склона, где концентрация статуй наиболее высокая. Моаи стоят не хаотично, а выстроены вдоль краев подземных прямоугольных контуров, как стражи или маркеры границ. Статуи, которые веками считались просто брошенными заготовками на пути к берегу, на самом деле стоят именно там, где должны стоять, охраняя то, что находится под ними. Ни одна из подземных структур до сих пор не вскрыта. Неизвестно, являются ли они фундаментами разрушенных построек, стенами заглубленных помещений или чем-то принципиально иным. Но размеры и планировка однозначно указывают на организованное строительство, а не на естественные геологические образования. Параллельно с геофизическим сканированием кратера другая группа исследователей применила аэрофотосъемку с дронов в условиях низкого бокового освещения. На рассвете и закате, когда тени максимально длинны. Этот метод, известный как теневое картирование, позволяет выявить едва заметные рельефные структуры на поверхности Земли. На снимках внутреннего дна кратера в заболоченной зоне у озера Рано-Рараку проявились контуры, которые при обычном дневном освещении полностью сливаются с поверхностью. Контуры образовывали систему террас и прямоугольных площадок, спускающихся к воде. Их расположение точно совпадало с проекцией подземных аномалий, зафиксированных георадаром. Это означало, подземные структуры не просто существуют, они некогда выходили на поверхность
и были видны. В какой-то момент в результате намеренной засыпки, извержения или природного осадконакопления они оказались под землей. Вулкан Рано-Рараку не извергался последние десятки тысяч лет. Слой отложений, накрывший структуры, по расчетам геологов, формировался естественным путем от 800 до 1200 лет. Это точно совпадало с периодом активного строительства Моаи. Другими словами, постройки внутри кратера существовали одновременно со статуями снаружи и были засыпаны примерно тогда же, когда строительство Моаи прекратилось. Рапануйские предания, записанные миссионерами в XIX веке, упоминают особую касту людей, называемых тангата-маори, буквально умелые люди или знающие люди. Согласно преданиям, именно они руководили строительством Моаи и хранили тайное знание о том, как перемещать статуи. После межклановых войн XVII века эта каста была уничтожена полностью. Там победившие кланы намеренно истребили всех ее представителей. Вместе с ними исчезло и знание. До находок в кратере тангата-маори считались просто опытными каменотесами и строителями. Но масштаб подземных структур и сложность ритуальных захоронений под статуями указывали на нечто большее. Организовать доставку обсидиана с Питкэрна, праха с Маркизских островов и растений с архипелага Маркизских островов, а затем распределить все это по конкретным статуям согласно определенной системе, это не работа каменотесов. Это работа людей с обширными внешними связями и жесткой внутренней иерархией. Генетическое исследование, опубликованное в 2019 году группой ученых из Санта-Крус, добавило конкретики. Среди останков, найденных в захоронениях под статуями кратера, 3 образца дали генетический профиль, который не совпадал ни с рапануйской популяцией, ни с известными полинезийскими группами. Ближайшие совпадения нашлись среди древнего населения архипелага Туамоту, группы атоллов в 2000 километров к западу от острова Пасхи. Туамоту в период с 8 по 12 век был одним из узловых пунктов полинезийской навигации. Именно оттуда, по современным реконструкциям маршрутов, отправлялись экспедиции на восток в поисках новых островов. Присутствие людей с генетикой Туамоту в ритуальных захоронениях под статуями острова Пасхи означало, что часть строителей Моаи или их жрецов происходила из этого региона, или поддерживала с ним настолько тесные связи, что их останки оказывались в священных захоронениях наравне с местными. Антрополог Моана Рапахагу из университета Папеэте предложила конкретную модель. Тангата-маори были не местной кастой, а чем-то вроде наднационального жреческого ордена, члены которого перемещались между островами Полинезии и выполняли функции хранителей церемониального знания. Остров Пасхи в этой модели был не изолированным тупиком, а восточным форпостом этой сети, самым удаленным и поэтому наиболее сакральным местом, краем известного мира. Эта версия объясняла сразу несколько необъяснимых фактов. Во-первых, почему строительство Моаи прекратилось резко и одновременно по всему острову. Если жреческий орден был уничтожен в войнах, некому стало поддерживать традицию. Во-вторых, почему незавершенные статуи были просто брошены в кратере. Их не бросили, их строительство прервали насильственно. В-третьих, почему рапануйцы после войн утратили способность читать ронга-ронга, письменность хранилась именно этой кастой и вместе с ней исчезла. Камнем преткновения оставался вопрос о самих подземных постройках внутри кратера. Если тангата-маори действительно были жреческим орденом с широкими внешними связями, кратер Рано-Рараку с его скрытыми структурами был их центром. Местом, куда не допускали посторонних и куда стягивались предметы со всей Полинезии. Статуи по периметру были не украшением и не демонстрацией силы, а охраной периметра. Они стояли спиной к океану и лицом внутрь не потому, что смотрели на деревни живых, они смотрели на вход в кратер. Эта интерпретация до сих пор остается гипотезой. Но среди специалистов, работавших непосредственно с материалами раскопок, она получила больше сторонников, чем любая другая версия. Слой пепла под отложениями кратера обнаружили случайно при бурении контрольных скважин для геофизического мониторинга в 2016 году. Скважину закладывали не для археологических целей, а чтобы отслеживать движение грунтовых вод вблизи озера. На глубине 3 метров и 70 сантиметров бур прошел через однородный темно-серый слой толщиной около 20 сантиметров. Образец подняли на поверхность и отправили на анализ как стандартную геологическую пробу. Лаборатория вернула неожиданный результат. Слой состоял не из вулканического пепла, а из золы органического происхождения. Проще говоря, кто-то сжег огромное количество материала в одном месте. Изотопный анализ показал, что сожжены были дерево, растительные волокна и кость. В соотношении, характерном для намеренного уничтожения, а не для случайного пожара. При случайном пожаре состав золы хаотичен. Здесь пропорции были стабильны по всей площади слоя, что указывало на контролируемое сжигание. Датировка слоя дала результат, приблизительно 1300-1450 год нашей эры. Это период, непосредственно предшествующий или совпадающий с межклановыми войнами, которые по традиционным оценкам начались около 1400 года. Кто-то сжег большое количество органического материала внутри кратера именно тогда, когда на острове начинался
социальный коллапс. Площадь залегания зольного слоя определили с помощью дополнительных скважин. Он покрывал не менее 3 гектаров внутри кратера. 3 гектара сплошного слоя золы — это не костер и не несколько костров. Это масштабное уничтожение, сопоставимое с намеренным сожжением крупного деревянного сооружения или значительного архива органических материалов. Палеоботаник Катарина Олсон из Стокгольмского университета проанализировала растительные компоненты золы и идентифицировала остатки нескольких видов растений. Среди них оказались волокна растения, которое на острове Пасхи не росло никогда. Его ближайшие аналоги встречаются исключительно на островах Гамбия и Маркизских островах. Это означало, что среди сожженного материала были предметы, доставленные с других островов. Возможно, те самые ритуальные объекты, которые хранились в подземных постройках кратера. Версия о намеренном уничтожении архива или святилища перед лицом военной угрозы получила дополнительное подтверждение из неожиданного источника. В 2017 году лингвист Стивен Фишер, потративший более 20 лет на попытки расшифровать ронга-ронга, обратил внимание на одну из таблиток, хранящихся в музее Сантьяго. На ее обратной стороне, в углу, который раньше не исследовался детально, под ультрафиолетом проявились следы более ранней надписи, стертой перед нанесением основного текста. Частично восстановленные символы стертого слоя совпадали с петроглифами на торсах статуй кратера Рана-Рараку, теми самыми, которые не встречались больше нигде. Это означало, что создатели таблички намеренно уничтожили более ранний текст, написанный на языке или в системе кратера. Поверх него нанесли новый текст в стандартной системе ронга-ронга. Замена одной системы записи другой — это не просто смена стиля. Это смена власти, смена традиций или попытка скрыть предыдущее содержание. Все три события — сожжение материалов в кратере, уничтожение жреческой касты Тангата Маори и стирание старых текстов на таблицах ронга-ронга — укладывались в один временной диапазон. Между 1350 и 1450 годом на острове Пасхи произошло нечто, что привело к систематическому уничтожению определенного пласта знаний и материальных свидетельств. Кто именно это сделал и почему, в источниках не сохранилось. В 2018 году чилийское правительство частично сняло мораторий на раскопки и разрешило вскрыть одну из подземных структур, зафиксированных георадаром. Выбрали контур размером 8 на 14 метров, расположенный в центральной части кратера на глубине около 4 метров. Работы вели вручную, слой за слоем, с полной документацией каждого сантиметра грунта. На глубине 2 метров 70 сантиметров лопаты вошли в зольный слой, тот самый, который зафиксировали в скважинах 2 годами ранее. Зола здесь была плотнее и глубже, чем в контрольных точках. Под зольным слоем обнаружился утрамбованный пол из плоских базальтовых плит, подогнанных друг к другу без раствора с точностью, характерной для лучших образцов полинезийского строительства. Плиты не были повреждены, они лежали нетронутыми под слоем золы и 1,5 метрами отложений. Вдоль стен помещения сохранились остатки деревянных конструкций, обугленные, но не рассыпавшиеся полностью благодаря анаэробным условиям под землей. Дерево идентифицировали как татара, хвойную породу, которая на острове Пасхи не растет. Ближайший ареал татара — Новая Зеландия, почти в 5000 километрах к западу. Это самое далекое из всех зафиксированных направлений внешних контактов рапануйской цивилизации. В северо-восточном углу помещения под обрушившимися деревянными балками нашли плоский камень размером 60 на 40 сантиметров с нанесенными на него символами. Камень лежал лицевой стороной вниз, либо намеренно перевернутый, либо упавший при разрушении конструкции. Когда его перевернули, присутствовавшие на раскопках замолчали. На камне была выгравирована карта. Не абстрактная схема и не декоративный орнамент. Именно карта с обозначениями островов, соединенными линиями маршрутов, с точками, которые соответствовали реальным координатам островов Полинезии. Остров Пасхи находился в правом краю карты и был обозначен символом, совпадавшим с петроглифами на торсах стат. От него расходилось 7 линий в разные стороны. Картограф Луис Мендоса из университета Вальпараисо наложил изображение с камня на современную карту Тихого океана. 6 из 7 линий с точностью до 150 километров указывали на реальные острова: Питкэрн, Мангарево, Маркизские острова, острова Гамбье, Туамоту и Раротон. 7-я линия уходила строго на восток и заканчивалась точкой в месте, где никакого острова нет, но которая соответствует участку побережья Южной Америки в районе современного Перу. Навигационные карты в Полинезии существовали. Маршальские мореплаватели использовали каркасные карты из прутьев и ракушек. Но каменная гравированная карта с обозначением 7 направлений, найденная замурованной в подземном помещении на острове Пасхи, не имела аналогов нигде в Тихоокеанском регионе. Это был не навигационный инструмент для практического использования. Камень слишком тяжел, чтобы брать его в плавание. Это был архивный документ, намеренно сохраненный в защищенном месте. Датировка органических остатков в том же помещении дала диапазон от 900 до 1100 года нашей эры. Карта была создана и помещена сюда в период расцвета строительства Моаи и намеренно засыпана золой и грунтом примерно через 300-400 лет после создания. Тот, кто ее прятал, знал, что прятал. Тот, кто поджигал постройки над ней, либо не знал о ее существовании, либо не смог или не успел уничтожить. Публикация результатов раскопок в журнале «Журнал мировой археологии»
археологии в 2019 году вызвала немедленную реакцию. Статью скачали более 300 тысяч раз за первую неделю. Рекорд для этого издания за всю его историю. Несколько ведущих университетов мира запросили доступ к оригинальным материалам. Чилийские власти перевели камень с картой в специальное хранилище с контролируемым климатом и ограничили физический доступ к нему. Остров Пасхи перестал быть загадкой об изолированной цивилизации, которая надорвалась, строя каменных истуканов. Он оказался восточным узлом Тихоокеанской навигационной сети, документация которой была намеренно уничтожена, но не полностью. Камень с картой ответил на вопрос, который стоял над островом Пасхи больше 300 лет после первого контакта с европейцами. Зачем рапануйцы строили Моаи? Не ради демонстрации власти кланов, не ради поклонения предкам в бытовом смысле и не из-за религиозного помешательства, которое якобы привело цивилизацию к саморазрушению. Статуи маркировали узловые точки сети. Каждая стояла там, где стояла, по конкретной причине, связанной с подземными постройками, ритуальными захоронениями и навигационным знанием, которое хранилось внутри кратера. Кратер Рано-Рараку был не каменоломней. Он был центром, административным, жреческим и архивным одновременно. Статуи на его склонах не бросили незавершенными из-за войн или истощения ресурсов. Часть из них была установлена именно здесь намеренно, как охрана периметра вокруг места, куда не должны были попадать посторонние. Ответ на вопрос о том, что скрывал кратер, оказался конкретным. Под ним находились постройки площадью не менее 3 гектаров, архив из органических материалов, ритуальные захоронения с предметами минимум с 6 разных островов Тихого океана и каменная карта, фиксировавшая 7 навигационных маршрутов, включая маршрут до Южной Америки. Цивилизация острова Пасхи не была изолирована. Она была крайней восточной точкой полинезийской сети, которая в период своего расцвета охватывала пространство от Новой Зеландии до побережья Перу. Около 25 миллионов квадратных километров океана. Люди, построившие Моаи, пересекали этот океан на деревянных лодках без металла и магнитных компасов, ориентируясь по звездам, течениям и волнам. И делали это регулярно на протяжении нескольких столетий. В 2021 году генетическое исследование под руководством Александра Ио из Института Пастера окончательно подтвердило контакт между островом Пасхи и Южной Америкой, датировав его примерно 1250 годом нашей эры, то есть в разгар строительства Моаи. Полинезийцы не просто добрались до Америки, они вернулись обратно и принесли с собой людей или их останки, которые оказались в ритуальных захоронениях под статуей. 8 из 9 вскрытых камер под статуями кратера содержали предметы нелокального происхождения. Это не исключение и не случайность, это правило. Каждая статуя, поставленная над подземной камерой, была намеренно связана с конкретным направлением внешних контактов. Какая-то с Питкэрном, какая-то с Маркизскими островами, какая-то с Южной Америкой. Моаи были не просто памятниками предкам. Они были физической картотекой связи острова с внешним миром, закодированной в камне и захороненной на глубине нескольких метров. Под кратером до сих пор остаются нераскопанными, предположительно, несколько десятков подземных помещений. Что находится в них, неизвестно. Работы возобновились в 2022 году после подписания соглашения между чилийским правительством, общиной рапануйцев и международным консорциумом университетов. По условиям соглашения все найденные останки остаются под контролем острова, а артефакты не могут быть вывезены за пределы острова Пасхи без согласия Совета Старейшин. Первые результаты новых раскопок ожидались в 2024 году. Данные пока не опубликованы. Знаменитые каменные головы, которые туристы фотографируют вдоль берега, составляют меньшую часть того, что реально существует на острове. Большинство Моаи до сих пор стоят в земле по плечи, и каждый из них, возможно, стоит над камерой, которую никто еще не открывал. Остров Пасхи — неразгаданная тайна с печальным концом. Это архив, из которого извлекли первые несколько страниц.